Bluetooth-колонка с 4 излучателями, мощностью 60 Вт, технология Sound Pulse, функцией стереопары, RGB-подсветкой с 5 режимами, стильным дизайном, функцией мультипоинта до 2 устройств, поддержкой приложения, защитой от воды класса IPX6, возможностью использовать ее через AUX, наш любимый мини-джек, или по Bluetooth. Колонка также имеет поддержку карт памяти, функцию Powerbank и 18-часовое время автономной работы. Обо всем этом я, разумеется, как и вы, прочел в рекламе к Bluetooth-колонке под названием Tronsmart Halo 100. Но как на самом деле дела обстоят у данной модели, я сейчас вам расскажу. Но, к слову, Tronsmart в принципе плохого не делает. И обзоров у меня море уже на их колонке, а отзывы исключительно положительные, учитывая их лояльный ценник. Распаковка. Поставляется данная модель в коробке из плотного картона, но она пришла слегка помятая. На коробке есть изображение устройства, краткие характеристики и основные фишки. Колонка пришла целая, что хорошо. В комплекте мы имеем саму колонку, руководство пользователя, в котором все подробно расписано, кабель USB-A на USB-C и AUX кабель на 3,5 мм. Выглядит на первый взгляд интересно. Весит она на 650 граммов больше, чем Tronsmart Bank SE, обзор на который тоже был, а именно 2 килограмма 750 граммов. Габариты составляют 287 на 198 на 150 мм. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band в 7 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал, в котором я публикую результаты тестов до обзоров. Стараюсь обозревать все смарты, ну и все интересные устройства, которые вы мне вспоминаете в комментариях. Покупаю и рассказываю. Все розыгрыши 30 числа каждого месяца на стриме. Приходим, разыгрываем и общаемся. Перейдем же к колонке Tronsmart. Продается данная модель в единственном черном варианте расцветки корпуса. Дизайн устройства, как я уже говорил, интересный. Не скажу, что подобный дизайн мне зашел, но все же выглядит она хорошо. Основная часть корпуса выполнена из матового пластика с зернистой поверхностью. Также имеется металлическая решетка с надписью Tronsmart. Сборка не совсем мрачная, да, можно придираться к зазорам или к видным стыковочным местам, но это на использование данной модели никак не влияет. Материалы не марки, что хорошо, также есть версия Halo 110, она по большому счету отличается только наличием функции караоке. Но вернемся же к Halo 100. На корпусе есть удобная ручка для переноски, с тыльной части расположили за прорезиненным клапаном кнопку Reset, AUX-вход, разъем для карт памяти до 128 гигабайт, разъем для зарядки Type-C 5 вольт 2 ампера и разъем USB-A. Заряжать смартфон от колонки как от Powerbank можно, но не советую делать это во время прослушивания музыки через колонку. Далее есть прорезиненная панель к кнопкам и LED-индикатор. У кнопок тугой ход, при нажатии кнопки издают глуховатый щелчок. Из кнопок имеется кнопка питания, кнопка Sound Pulse, отвечает она за увеличение объема баса, кнопка для стереопары до 2 устройств, что, как по мне, отлично. Две такие колонки могут неплохо так раскачать небольшую вечеринку. Также есть кнопки регулировки громкости и кнопка play-пауза, кнопка для настройки подсветки и кнопка для переключения режимов работы колонки. Помимо очевидных команд на борту имеется активация голосового помощника, ответ-сброс вызова, отключение Bluetooth и переключение треков. На нажатие колонка откликается довольно быстро. RGB-подсветка имеет 5 режимов работы, выглядит она забавно и однозначно подсветка не лишняя. Плюс за то, что ее можно отключить, если в этом есть необходимость. На дне колонки есть 4 мягкие антискользящие ножки. Во время прослушивания музыки на 100% громкости колонка не прыгает и не передвигается. Вибрации глушатся неплохо. Далее микрофон отрабатывает неплохо, разговаривать через колонку возможности есть, но особой радости вы не получите от этого. Дешевые микрофоны. Halo 100 поддерживает голосовых помощников, таких как Siri, Cortana, Google Assistant и так далее. Halo 100 оснащена одним высокочастотным твиттером, 2 среднечастотными твиттерами и одним вуфером, низкочастотным динамиком. Мощность составляет 60 Вт. Частотный диапазон от 40 Гц до 20 кГц. Заряд шторки на смартфоне отображается, подключается колонка автоматически после включения с ранее сопряженным устройством. Мультипоинт на борту, что очень удобно. Bluetooth версии 5.3, что тоже хорошо. Связь с подключенным устройством держит стабильно и через 2 стены не отваливается. На открытой местности стабильная связь достигает 14 метров. Из кодеков на борту только SBC. К яблочным девайсам колонка тоже подключается без проблем. Задержка звука на YouTube во время просмотра фильмов минимальная. В играх задержка заметная. Играть я бы не сказал, что комфортно, особенно если шутеры брать. Примеры вы сейчас увидите на экране. Team has scored for the first time!
Емкость аккумулятора производитель не указал, по неофициальным данным 6000 мАч. Полный цикл зарядки у меня занял 5 часов 40 минут, на 40% громкости она продержится в районе 13 часов, полностью она разряжается за 3 часа 30 минут, заряжая смартфон. У колонки есть автоматическое выключение после 30 минут простоя, ко всему данную функцию можно настроить в приложении от 15 до 60 минут. Halo 100 имеет водонепроницаемость IPX6, конечно же я провел небольшой тест на водонепроницаемость, по итогу она осталась жива. Функционал не пострадал, что радует, как в целом и внешний вид. Под заглушку с разъемами вода не попала, так как заглушка максимально плотно прилегает к корпусу. К приложению Tronsmart данную модель подключить можно. После подключения к приложению мне сразу же прилетело обновление. На стартовой странице с подключенной колонкой мы имеем ползунок регулировки громкости и плеер. На следующей странице 5 предустановок звучания, но, как по мне, хорошо настроен из них только один, а именно Sound Pulse. Также есть очень простой кастомный эквалайзер. На последней странице мы имеем возможность выбрать режим работы, включить-выключить режим стереопары, выключить колонку и выбрать режим подсветки. Звучание. В метре от колонки уровень шума около 117 дБ. Но учитывая, что у Bang SE такое же звуковое давление, делаем вывод, что скорее всего целых 60 Вт у Halo 100 нет, что не критично. Запаса громкости по мне достаточно, на природе для небольшой вечеринки громкости будет хватать. Я рекомендую слушать музыку только с включенной технологией Sound Pulse, так как звучание становится куда ярче, как практически на всех колонках Tronsmart с этой технологией. Бас глухой и мощный, средний бас в наличии, ко всему данная модель может передавать даже нижний бас. Детальности звучанию недостаточно, да, можно различать инструментал, вокал может звучать приятно, но все равно детальности будет мало. Это вам не Motion Plus, который уже 3 года от анкеров, к слову, все еще лучшее по звуку. Посторонних шумов и эха нет. Звучание данной колонки полностью раскрывается, если повысить уровень громкости. Сбалансированное оно и приятное. Я прослушивал различные жанры музыки, и в целом во всех она показала себя хорошо. Но напоминаю, что нужно ее использовать по назначению. Если слушать на минимальной громкости, то лучше присмотреть себе модель поменьше, с меньшим запасом. У нее будет звучание интересней. Да и цена пониже, вполне возможно. Минусы озвучить не могу, потому что, опять же, мы все прекрасно понимаем, что это больше для вечеринок, чем для аудиофилов, правильно? Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Если промокоды смотрите в моем телеграм-канале скидок, вполне возможно, вы смотрите во время распродаж, и там обычно на Али мало того, что курс опускают, так еще и предложения новые выкатывают, хорошие. Не забудьте подписаться на мой личный телеграм-канал и телеграм-канал взаимопомощи. Резюмирую, Tronsmart Halo 100 нужно ловить во время скидок, так как по мне обычная цена слегка завышена. Несмотря на это, колонка мне понравилась, звучит она отлично, выглядит интересно, есть мультипоинт, поддержка приложения, RGB-подсветка и удобное управление с помощью физических кнопок. Всем, кто оставит любой комментарий, спасибо огромное, вы знаете, помогаете проекту, и за просмотр всем тоже спасибо. Девайсу однозначное да, добра и удачи вам, дорогие друзья.